На протяжении нескольких лет я пыталась получить стипендию на образование за рубежом. Я поступала в Англию, в США. В этом году я поступила, я собрала топ своих ошибок первого года поступления в магистратуру и поехали! Ты снимаешь? В общем, первая ошибка, которую я хотела рассказать, это то, что нужно поступать на программы, которые вместе с самой программой идет стипендия. Если какая-то программа, вы знаете, что вы можете на нее поступить, но нет для нее стипендии или стипендия полностью все не покрывает, а, например, покрывает только tuition fee, это плата за обучение, то случится такая ситуация, при которой вы можете поступить, но затем просто не сможете поехать, потому что не покроется образование, вам нужно будет на жизнь какие-то деньги, и вы просто не сможете поехать из-за недостатка финансирования. Чаще всего программы, которые вместе с программой дают еще и стипендию на обучение, можно найти в таких странах, как Швеция, Швейцария и Англия. Реже можно найти в США такие программы. Я говорю, в принципе, о программах, которые изучают право. Например, в США Например, в США проще всего получить стипендию, которая покроет обучение в университете, то есть waiver of tuition fee. Найти какую-то программу, которая покроет еще и living expenses, довольно тяжело, и очень редко университет сам дает вам деньги на какие-то living expenses. Чаще всего это такие уже общенациональные стипендии, большие, которые направлены на лидерство, на то, что вы приедете в свою страну обратно и что-то измените, то есть это скорее такие стипендии дают. А если вы как-то хотите самостоятельно, без этих стипендий, лучше всего пробовать на программы, которые находятся в других странах, не в США. А ты слушаешь, когда я говорю? Ну, то, что я говорю. Хорошо. В первый год поступления я подалась на программы, которые предлагали только частичное покрытие финансирования. Я поступила на эти программы, но оказалось потом, что мне не дали стипендии, и вот я не смогла поехать. А в то время как во второй год я поступала только на те программы, которые дают полное финансирование. Ты знаешь, что ты, если поступил, у тебя есть большой шанс поехать, потому что ты можешь выиграть стипендию. Когда я уже подалась и на программу, и на стипендию, и получила стипендию, и вот мне удалось только тогда поехать. Вторая ошибка была в том, что я подалась на очень-очень мало стипендий в первый год, хотя и могла на них, в принципе, податься. Как-то рассчитывала скорее на финансирование от университета. И вот во второй год я уже подалась на стипендии, такие как Висби, Чивнинг, Фулбрайт, стипендии, которые также идут вместе с университетом, полные. Наконец-то, вот мне кажется, из-за того, что я подалась именно на такое большое количество стипендий, мне удалось выиграть там несколько из них. Поэтому мой совет будет в том, что подавайтесь на все стипендии, которые только можете. И вот третья ошибка, она моя самая, можно сказать, любимая. Я не знаю, если так можно сказать. Мое осознание, когда мне не дали стипендию, я узнала, что я ее не получила в первый год. То есть нам нужно было написать в мотивации буквально абзац текста. Я понимаю, что, в принципе, если бы я получила эту стипендию, мне бы за абзац текста дали $40 000. И когда ты понимаешь, что ты, в принципе, не так уж много времени вложил в то, чтобы написать этот абзац текста, потом понимаешь, сколько денег тебе за это просто так какой-то человек дал бы, ты понимаешь сразу, что тебе нужно просто другой подход, что тебе нужно больше души, больше энергии вложить, что нужно дольше времени потратить на то, чтобы проверить все ошибки, на то, чтобы продумать, что написать. Осознание этого масштаба, того количества денег, которые тебе дают, и того, что ты всего лишь за эти деньги должен написать, вот это мне помогло в следующий раз более внимательно, что ли, относиться к тому, что я пишу. Я обдумывала намного больше то, что написать уже, чем я делала, например, в первый год. Когда вы подаетесь на стипендию, все-таки напишите, что какую-то часть денег вы готовы сами вложить. Пусть это будет совершенно символическая сумма, 1000, 2000, но это покажет, что вы очень хотите на эту программу. У меня, например, там за год я скопил $2000, и я готов потратить эти деньги, покрыть какую-то часть расходов. Если вы мне поможете покрыть другую часть, то это сделает для меня возможным посещение этой программы. Мне кажется, если вы напишете о том, что вы готовы дать какие-то деньги самостоятельно, это будет большой плюс и усилит ваше заявление.
Сдача языкового экзамена. Когда я получила результаты IELTS, я увидела, что у меня часть письменная, она на 0,5 балла меньше. Она была 6,5, и мне нужно было 7,0. Была уже моя вторая сдача IELTS, и я намеренно готовилась, потому что у меня именно по этой части не хватало всегда 0,5 балла. Я пошла к репетитору именно на эту часть. Когда я получила опять 6,5, а не 7,0, я очень расстроилась. Я подумала, нет, я знаю, что я написала на 7,0. Там есть опция, ты можешь апеллировать решение. И я сказала, нет, я хочу апеллировать решение. Я заплатила 60 фунтов. Где-то через несколько месяцев мне прислали, мы поменяли ваш балл 6,5 на 7,0. Мне вернули те 60 фунтов, которые я заплатила. Вот таким образом я получила тот балл по языковому тесту, который мне был необходим для поступления в хороший университеты. По сравнению с первым годом, мне кажется, во второй год у меня уже было намного более сильное мотивационное письмо, ввиду того, что я придумала очень цепляющую историю. В первый год я писала о том, что «Здравствуйте, я Лиза, я закончила Белорусский государственный университет, учила международное право», рассказывала, где я участвовала. Это было не так интересно и цепляюще, как во второй год. Во второй год я подумала, нет, так не пойдет, надо что-то другое придумать. И я я рассказала историю. Основная идея истории была в том, что я девочка, которая летает на драконах. История заключалась в том, что мне, когда я выпускалась из школы, директор школы, когда я рассказала ему, что я буду учить международное право и стану юристом-международником, он такой нахмурился и сказал, мне кажется, ты будешь учить, как летать на драконах. И когда ты выпустишься из университета, ты поймешь, что драконов не существует. Единственное, что для тебя останется, это учить других, как летать на драконах. Я рассказала эту всю историю и дальше объяснила, для чего мне нужно учиться в магистратуре, чего я хочу достичь. В конце концов, я написала, что да, на самом деле мой директор был прав. Я хочу передавать свои знания, я хочу учить людей. Он был прав, я буду учить других студентов летать на драконах. И вот так заканчивалось мое мотивационное письмо, поэтому мне кажется, чтобы реально зацепить читателя, необходимо не просто рассказать о себе. Да, это тоже хорошо, но лучше придумайте историю, которая покажет, что несмотря на то, что вас не верили, у вас что-то не получалось, вы все-таки справлялись с этими трудностями и боролись с ними, и вот какие вы сейчас молодцы.